Передо мной открылись безграничные возможности к развитию заложенных во мне музыкальных способностей под руководством великого композитора и совершенно исключительного педагога, с любовью и самоотвержением отдавшего свои духовные силы и время делу подготовки образованных русских композиторов и музыкальных деятелей. Восстанавливая в памяти эти столь значительные для меня и столь плодотворные годы занятий с Римским-Корсаковым, я должен сознаться, что облик композитора-творца часто заслонял в моем сознании его высокодостойный профессорский лик. Те педагогические приемы и методы, которыми он мудро направлял нашу работу по овладению необходимой для композитора техникой музыкального письма, были для меня не столь впечатлительны и плодотворны, как то, что я получал от постоянного общения с ним и от соприкосновения с его творческой личностью. Обаятельностью своих произведений, которые мы постоянно имели возможность слушать в концертах и сами разыгрывать, профессор Римский-Корсаков вызывал в учениках то неизменное влечение и расположение к работе, которые всегда царили в его классе и одухотворяли и делали полноценными наши чисто технические занятия с ним по гармонии, контрапункту, фуге и другим теоретическим предметам. Николай Андреевич охотно беседовал с нами на разные музыкальные темы, делился богатой сокровищницей своего музыкального вкуса и постоянно отзывался в классе на те или иные явления музыкальной жизни, будь то концерты, оперные спектакли, новые музыкальные произведения в свете и тому подобное. Римский-Корсаков сиживал иногда среди нас на репетициях симфонических концертов и делился с нами своими впечатлениями. Его критические суждения, всегда глубоко обоснованы, ловились нами, как говорится, на лету, и были весьма значительным вкладом в наше музыкальное развитие, дополняя и углубляя его методическое, серьезное и терпеливое прохождение с нами курса. Еще задолго до достижения нами классов свободного сочинения Николай Андреевич проявлял неизменный интерес к нашему просыпавшемуся и во многом вызванному общением с ним творческому инстинкту, расспрашивал о наших сочинительских попытках, прослушивал и проигрывал приносимое нами и высказывал свое суждение всегда в самой безобидной и доброжелательной форме, как бы ни были эти попытки бедны по содержанию и слабы по существу. Николай Андреевич часто говорил: композитор узнается по желанию сочинять. Но ведь бывает, возражали мы, что охота смертная, да участь горькая. Вот, например, Михаил Михайлович Иванов, весьма убогий композитор, музыкальный критик влиятельной газеты «Новое время», большой недоброжелатель и завистник Николая Андреевича, автор 2 опер весьма бедной и беспомощной техники, забавы путятишны и совершенно никчемной и невыносимой оперы на текст бессмертной комедии «Горе от ума». Ну да, бывает, конечно. А все-таки, как-никак, а он композитор, заключал Николай Андреевич наш разговор. Весною, во время моего пребывания в классе контрапункта, я показал Николаю Андреевичу первый набросок пьесы для оркестра, навеянной принцессой грезой Растана, с большим успехом исполнявшейся у нас тогда на Малом Суворинском театре. Николай Андреевич с интересом отнесся к моему оркестровому опыту и дал ряд наставлений, как углубить и расширить его музыкальное содержание и сделать его более законченным и более современным по фактуре. Он советовал летом на досуге основательно переработать черновой набросок и показать ему осенью в новой редакции, и обещал помочь мне своим руководством при оркестровке. Покончив с экзаменами, я тотчас же приступил к переработке, или вернее к художественному выполнению моего эскиза. «Помните всегда, — говорил Николай Андреевич, — что в подлинном искусстве не должно быть ничего недолговечного, ничего не облеченного в свою окончательную художественную форму, ни одного непродуманного до конца оборота фразы, ни одной ноты, ни одного оркестрового штриха, который носил бы в себе элемент случайности,
и который мог бы быть заменен другим без ущерба для общего замысла и для его наиболее современного музыкального воплощения. Эти вещи и слова были для нас самым дорогим заветом. Они удержали нас от дилетантизма, от этой убийственной приблизительности в выполнении творческого замысла, которой, увы, не была чужда музыкальная среда того времени. Кого-кого, но не композиторов русской школы, им созданной и возросшей под его бдительным, любящим оком, можно упрекнуть в небрежном отношении к своему дарованию. Один из наиболее одаренных учеников римского-корсакова, если, может быть, не самый одаренный, Стравинский, часто говорил: «Мои партитуры по природе своей, как банковские чеки. Отнимите от чека какую-либо мельчайшую подробность, и он перестанет быть действительным». Современники и потомство полностью платят и будут платить своим восхищением и любовью по чекам Стравинского, столь полновесным, насыщенным музыкальными богатствами. Но не он один проводил в жизнь великие заветы нашего славного мастера, ярко воплощенные в его бессмертном творчестве, унаследованные композиторами его школы и создавшие ему имя великого учителя и наставника ряда поколений русских музыкальных художников. Лето того года, когда я работал над «Принцессой Грезой», было для меня одним из счастливых и весьма благоприятным для музыкальной работы. Быть окруженным тогда уже достаточно взрослым, веселыми, жизнерадостными молодыми существами, какими были в то время мои 3 сестры и брат. Сознавать, что как сам я, так и моя музыка им дороги и любимы, ощущать в себе смутные новые грезы о счастье ином и идти им навстречу в музыке и в мыслях было большой радостью и очень располагало к композиторскому труду. Не потому ли многие из написанных мною тогда романсов стали впоследствии весьма популярными и любимыми как артистами, так и публикой? Хорошо, светло и радостно было у меня на душе. Жили мы тогда вблизи Ораниенбаума, этого старинного, памятного по истории, чистенького, очаровательного городка, расположенного на взморье, в верстах в 30 от Петербурга. Все было мне впечатлительно и отрадно в этом милом уголке. Дивный лесной пейзаж, воспетый Жуковским и именовавшийся русской Швейцарией, твердыни Кронштадта, охранявшие доступ к столице, доброе, ласковое море с его особыми специфическими запахами, строгий, причудливо раскинувшийся Растрелиевский дворец, отражавшийся в чистых струях светлого, почти царскосельского озера, суровая протестантская кирха, перед которой производил строгую фридриховскую муштру своим галштинцам незадачливый поклонник Фридриха Великого, дорого заплативший за свои увлечения и ошибки. С волнением хаживал я мимо домика знаменитой певицы Дарьи Михайловны Леоновой, почитателем которой, аккомпаниатором и другом был Модест Петрович Мусорский, частенько переступавший его порог и творивший в нем свое великое музыкальное дело. Частенько любовался я скромной, как бы скитской часовенкой, стоявшей в смолистом сосновом лесу и как бы перенесенной сюда из воспетого Мельниковым-Печерским раскольничьего Заволжья. Излюбленное дачное место петербуржцев, Ораниенбаум имел театр и курзал с прекрасным оркестром, состоявшим из артистов императорских театров. Дирижером оркестра был Мориц Федорович Келлер, концертмейстер оперного оркестра Мариинского театра. Мориц Федорович был весьма опытным, знающим и способным капельмейстером, и концерты курзала охотно посещались местной, а в дни симфонических концертов и приезжей публикой из окрестностей и столицы. Мне довелось принимать деятельное участие в музыкальной жизни курзала исполнением в оркестре партии фортепиано и недостававшей иногда партии арфы, а также в качестве аккомпаниатора, выступающим инструменталистом и певцом. Мориц Федорович интересовался моими сочинительскими опытами и, узнав, что я работаю над пьесой для оркестра, просил показать ему партитуру, когда она будет готова, и обещал попробовать ее на репетиции.
А если проба окажется удачной, то и исполнить принцессу Грезу на одном из симфонических концертов. Это было, конечно, чрезвычайно заманчиво, и я тотчас же приступил к оркестровке окончательно выработанного к тому времени и переделанного и доделанного чернового эскиза. Я не был тогда уже совсем новичком в этом деле. Года 2 тому назад, гостя у адмирала Лаврова, старинного друга отца и его земляка по Пскову в Севастополе, градоначальником которого он в то время был, я сочинил некий полонез для оркестра в честь радушной хозяйки дома, адмиральши Лавровой, исполненный под моим управлением оркестром на Морском бульваре в день именин адмиральши в присутствии всех властей города. Звучал он как будто неплохо, довольно полнозвучно и не был лишен известных затей чисто колористического свойства. Но одно дело наоркестровать беспретенциозный, довольно элементарный по музыке польский, а другое дело создать оркестровый наряд для серьезно задуманной и детально разработанной оркестровой пьесы, да еще имея в виду возможность ее исполнения в симфоническом концерте. Руководящей звездой моей в этом случае послужило мое увлечение увертюрой Чайковского «Ромео и Джульетта», которую я слышал в этом сезоне дважды, и на концертах, и на репетициях. Я приобрел у Бесселя оркестровую партитуру этого произведения, и она стала моей настольной книгой, даже более чем настольной, ибо она со мной путешествовала. В то лето 2 дня в неделю уходили у меня на поездки в Петербург, где я имел ряд музыкальных уроков, дававших мне возможность в согласии отца и к моей большой гордости посильно участвовать в расходах по дому, а также иметь достаточно своих карманных денег. Вот в этих-то поездках партитура Ромео всегда была со мной. Вскоре я изучил ее настолько, что мог бы, конечно, записать ее совершенно точно на память. Так как все ее звучания, которые запечатлелись после слышанных исполнений, были свежи в моей памяти, то изучение тех приемов, которыми эти столь пленившие меня звучания были достигнуты, принесло мне чрезвычайную пользу. Осознание, что самый стиль оркестровки Ромео соответствует характеру музыкального содержания моей пьесы, дало мне известную уверенность и смелость при создании моей первой настоящей оркестровой партитуры. Без преувеличения могу сказать, что изучение прекрасной партитуры Чайковского дало мне много больше, чем могли бы дать какие-либо учебники по инструментовке, если бы я решил в это время к ним обратиться. Мои музыкальные отхожие промыслы этим летом были весьма разнообразны. Начинались они утренним 2-часовым сеансом совместной игры с одним довольно зрелым по возрасту скрипачом-любителем, имевшим солидную скрипичную технику и большой репертуар. Швейцарец по происхождению Р. был владельцем весьма популярного ресторана «Доминик», что на Невском проспекте против Казанского собора. После сеанса он приглашал меня обыкновенно разделить с ним его холостую трапезу. Из ресторана приносилось дежурное меню, и за интересной живой беседой Р. был очень занимательным и интересным собеседником. Первый этап моих мытарств заканчивался. Затем следовало преподавание элементарной теории музыки одному светскому, также не совсем молодому чиновнику одного из министерств. Он не был ни композитором, ни музыкантом, и каким струнам его души отвечало изучение тайн разрешения интервалов, строения гамм и тому подобное, входящих в эту нехитрую науку теоретических премудростей, для меня так и осталось загадкой. После него шел элегантный поляк, студент университета. Он что-то сочинял, и мои занятия с ним заключались в исправлении написанного, а часто и в сочинении за него. Заканчивался день обучением каких-то девиц игре на фортепиано. Но наступал, наконец, блаженный час, когда я усаживался в уютное купе вагона и извлекал из портфеля мою верную спутницу, партитуру Ромео, и незаметно достигал в ее интересном и поучительном обществе родных раненбаумских пенат. Римский-Корсаков всегда говорил:
Хорошая оркестровка – это прежде всего хорошее голосоведение. И действительно, благодаря тщательному эскизу, особенно продуманному в отношении голосоведения, я смог с помощью Ромео и Джульетты создать за сравнительно недолгий срок вполне исправную и не лишенную в пределах задания известной силы и колорита партитуру. Мориц Федорович нашел ее весьма удачной и сделал ряд ценных указаний по части штрихов в струнной группе. Было решено, что по изготовлению оркестрового материала Мориц Федорович попробует пьесу на одной из репетиций к очередному симфоническому концерту, а если проба окажется удачной, то включит пьесу в программу. Наступил, наконец, столь для меня памятный день репетиции, которая проходила в фойе курзала. Мориц Федорович начал репетицию с моей пьесы, и пока он ею обстоятельно и добросовестно занимался, в фойе вошли двое в характерных для того времени пальто-крылатках и в мягких шляпах, чернобородые, невысокого роста, с ясно выраженным русским складом лица. Оба волжане, один родом из Нижнего, другой из Ярославля. То были Милий Алексеевич Балакирев и Сергей Михайлович Ляпунов, с которыми впоследствии судьба меня неоднократно сталкивала. Они прибыли для репетиции фортепианного концерта Ляпунова, который входил в программу и был ее капитальным номером. Волею или неволею довелось им присутствовать при моем музыкальном крещении, что я счел для себя добрым предзнаменованием. Тем более, что, как мне передавал один из близких Балакиреву людей, профессор Петров, Милий Алексеевич наигрывал ему на рояле отрывки из «Принцессы Грезы», отчетливо ему запомнившиеся при его чудном музыкальном слухе и удивительной памяти, и отзывался вполне одобрительно как о музыке, так и об оркестровке. Мориц Федорович познакомил меня с нашими славными мастерами. Они очень заинтересовались, узнав, что я ученик Римского-Корсакова. Выходило, стало быть, что Балакиреву, питомцем которого был мой профессор, я приходился как бы музыкальным внуком. На концерте тщательно разученная и прекрасно исполненная оркестром «Принцесса Греза» была принята весьма сочувственно как музыкантами, так и публикой. Впоследствии Келлер несколько раз исполнял мою пьесу в течение сезона, что дало мне возможность вполне разобраться в ее звучности и было весьма полезно для моих дальнейших работ.